Биткоин стоит на месте, альты продолжают падать, а все, что сейчас желает узнать каждый криптоинвестор, где же находится это локальное дно, после которого крипта начнет активно расти. Да, ребята, думаю, вам, как и мне, уже надоело это снижение, и хочется, чтобы рынок все-таки активизировался и хотя бы пару дней зафиксировался в плюс. Как правило, для этого нужны очень положительные новости, которых на данный момент, к сожалению, не хватает, но крупные игроки, такие как Майкл Сейлор, не ждут новостей, а они их создают, потому что в недавнем интервью самый большой кит в мире Майкл Сейлор, который имеет на своих счетах биткоина 4 миллиарда долларов, назвал самый лучший уровень для покупки биткоина. Сейлор рассказал, по какому принципу он подбирает цену для накопления битка, и после просмотра сегодняшнего видео вы также это узнаете. Дополнительно сегодня мы ответим на самые главные вопросы, а именно стоит ли ждать рост альткоинов, когда рынок начнет восстанавливаться и что будет с криптовалютой в ближайшее время. Вы находитесь на канале Coin22, меня зовут Влад, рекомендую смотреть видео до конца, ведь будет очень интересно. Всем приятного просмотра, давайте начинать. Итак, когда перед нами стоит вопрос, что будет с криптовалютой в ближайшем будущем, ответ на него можно получить, подробно проанализировав движение биткоина, который, собственно, и задает настроение всему рынку. Но прежде чем мы это сделаем, хочу у вас спросить. Вы знаете, где 24/7 можно получать самые свежие новости рынка крипты? Нет? А подписчики нашего телеграм-канала знают, потому что наш телеграм – это лучшее место для любого криптоинвестора. Ведь только у нас в телеграм вас ежедневно ожидают актуальные события, обзоры рынка, эксклюзивные отчеты и очень много полезной информации, которая 100% пригодится каждому. Так что обязательно подпишитесь по ссылке в описании. Перейдя к движению биткоина, а именно на месячный график, то мы увидим, что прошлый месяц был закрыт ниже 30 тысяч, и коррекция, которая началась на вот этом уровне, до сих пор продолжается. Таким образом, июль стал вторым убыточным месяцем после мая в 2023 году. Но вопрос, не станет ли август третьим минусовым месяцем и где вообще находится это локальное дно. На данный момент все почему-то считают, что биткоин должен упасть до 28 тысяч, откуда начнется новый рост до 35, поскольку на дневном графике он движется вот в таких циклах, показывая сначала рост, а после откат. Но запомните, биткоин ничего нам не должен, и он будет двигаться, отталкиваясь от множества факторов, одним из которых является индекс доллара, который сейчас растет. А когда он растет, инвестировать в рискованные активы невыгодно, поскольку на этом фоне их цены падают. В последнее время индекс доллара регулирует процентные ставки ФРС, которые активно пытаются снизить инфляцию. И 10 августа должно стать важным днем, когда мы узнаем, удалось ли Пауэллу победить инфляцию. Потому что если ИПЦ упадет намного ниже 3%, ФРС наверняка сделает паузу в сентябре, и крипта сможет получить новый приток ликвидности и показать рост. А если вы желаете увидеть подробное видео перед этой важной датой, прямо сейчас поставьте лайк, и так мы будем знать, что вам это интересно. Также важным фактором в движении биткоина является его справедливая стоимость. Вот только как понять, сколько на самом деле должен стоить биткоин? Ведь для кого-то приемлемая цена это 28, а для других вообще 15. На этот вопрос хороший ответ дал самый большой биткоин-кит Майкл Сейлор. И в недавнем интервью он сказал: если бы я пытался определить балансовую стоимость биткоина, я бы посмотрел на 4-летнюю скользящую среднюю. На самом деле 4-летняя SMI это очень хороший инструмент для того, чтобы понять, когда лучше всего покупать биткоин. И сейчас вам расскажу почему. Эта скользящая средняя сглаживает все резкие скачки и падения, чтобы по итогу нам показать справедливую цену, которую готовы заплатить инвесторы. В случае с биткоином она выглядит вот так. И она практически идеально показывает дно биткоина и формирование бычьего тренда. Например, как это было в 15, 19, 20 и даже в начале 2023 года. Поскольку биткоин не опускался намного ниже этой линии. Таким же образом SMI работает и в обратную сторону, потому что когда шкала переходит в зеленую или красную область, это указывает на то, что биткоин покупают только самые жадные ребята, когда он на хаях. Хотя по факту начинается время для фиксации прибыли. И сейчас мы находимся прямо над этой линией, а это полноценный сигнал на покупку, что и пытался нам донести Майкл Сейлор. Вот поэтому он и покупал дополнительные 467 биткоинов в июле. И видимо эта 4-летняя скользящая средняя заставила Сейлора продать акции своей компании на $750
миллионов долларов, чтобы по итогу отправить их в биткоин, когда он торгуется по самой подходящей цене. Но вы также должны понимать, что чем больше инвесторов будут ждать биткоин на вот этом уровне, тем меньше шансов, что он туда опустится, поскольку крупным игрокам важно, чтобы мы покупали его по более высокой цене. И впрочем, факт остается фактом. На рынке крипты любые пампы и дампы происходят резко, и многим не удается вовремя на этом заработать, но только не участникам нашей подписки Coin22 Pro, потому что подписка Pro позволяет абсолютно каждому ежедневно получать актуальную аналитику рынка и самые прибыльные торговые идеи. Принцип работы следующий. Например, на днях участники Pro получили сделку по монете ADA, где было указано, когда открывать шорт, а когда фиксировать от 40% чистой прибыли. А благодаря команде наших профессионалов работать становится еще проще, ведь перед началом торговли вы получите пошаговое обучение, а после сопровождение, чтобы всегда получать ответы на любые ваши вопросы. Подписка Pro успешно работает уже почти год, и мы продолжаем предоставлять прибыльные сделки. Поэтому если ты желаешь зарабатывать на крипте, а не впустую тратить время на анализ рынка, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Поскольку положительных новостей после подачи заявок на запуск ETF не было, вы, наверное, обратили внимание, как биткоин торгуется очень вяло и волатильность у него низкая, особенно если сравнивать с апрелем или началом июня. Майкл Сейлор назвал это переломным моментом. В интервью в пятницу он говорил, что в то время как крупные финансовые компании подают заявки на спотовый биткоин ETF и в целом оптимистичная обстановка финансовой отрасли, создается впечатление, что крипта находится на переломном моменте. Сейлор объяснил, что одобрение спотовых биткоин ETF от такой компании, как BlackRock, может изменить картину того, как биткоин будут покупать розничные инвесторы и учреждения. Он сказал, что крупные технологические компании, такие как Apple, Microsoft и Amazon, смогут купить огромные партии биткоина буквально за 1 минуту через спотовый ETF, учитывая их тесные отношения с банками. Поэтому я надеюсь, что SEC все-таки одобрит хотя бы один ETF. И напомню, что мы узнаем первое решение уже в этом месяце. Но если с биткоином все более-менее понятно, то что делать с альткоинами, которые в последнее время заставляют нас немного нервничать? Как показывает многолетняя практика, альты покупают в последнюю очередь, а продают в первую. Вот поэтому их проценты падения всегда значительно больше, чем у биткоина. Когда биткоин около месяца торговался выше 30 тысяч, это действительно подавало надежды, что инвесторы вот-вот готовы отправить миллионы долларов в альты. И знаете, что тогда произошло? Ну, конечно же, победа Ripple в суде. 13 июля все альты полетели вверх, а доминирование биткоина упало на 3%, и к концу июня оно находилось на уровне 49,5%, что могло стать началом альт-сезона. Но даже несмотря на то, что биткоин падает, его доминирование поднялось выше 50% в течение 1 недели, а это еще больше убивает потенциал сильного роста альтов. Глядя на специальный индикатор Blockchain Center, мы наглядно видим, что потенциал повторного роста биткоина значительно выше, чем начало нового альткоин-сезона. Так что с покупкой альтов пока стоит немного подождать, пока мы не увидим, когда они нащупают свое локальное дно и хотя бы несколько дней поторгуются на одном уровне. Правда, есть и монеты, которые продолжают обгонять биткоин по росту за 90 дней. Среди них мы видим Solana, Link, TRX, а также XRP. Но в то же время эти монеты продолжают корректироваться после сильного роста, особенно Ripple, потому что за последние 3 недели он упал на 25%, и этому есть прямое объяснение. Начиная с 19 июля киты, которые имели от 100 тысяч до 1 миллиона XRP, сбросили 100 миллионов монет на общую стоимость почти 62 миллиона долларов. Вот поэтому последние пару дней были сложными для XRP, и если он не прекратит с каждым днем фиксировать новый минимум, у него могут быть большие проблемы. А вот совсем в противоположной ситуации находится Shiba, которая начиная с 10 июня выросла на 100%, и причин, как всегда, несколько. Во-первых, в этом году проекту исполнилось 3 года. Во-вторых, за июль вывели больше 3 триллионов монет с бирж на сумму 28 миллионов долларов. А когда такое происходит, значит токены в ближайшее время продавать точно не будут. А также рост можно объяснить созданием новых кошельков, которые увеличились на 115% за июль перед обновлением Shibarium и возможным запуском отдельной метавселенной. И, кстати, к Shiba присоединился Dogecoin, который продолжает расти на фоне возможной интеграции в новое приложение Илона Маска X. Ведь, как сказал Маск, свой токен они создавать не
не будут, а значит возьмут уже готовый, которым вполне вероятно может стать именно Dogecoin. Если в целом оценить состояние крипты, то оно действительно находится в фазе коррекции, которая началась после частичной победы Ripple в суде. 13 числа все активно начали скупать крипту, но даже такой положительной новости не хватило, чтобы биткоин вырос выше 32 тысяч. Коррекция многих альтов продолжается, и вероятно она будет наблюдаться до тех пор, пока биткоин не вернется к уровню 30 тысяч и выше, потому что, как я говорил ранее, альткоины никогда не будут покупать первыми, и я думаю, вы это прекрасно понимаете. Стоит ли покупать крипту прямо сейчас? Ну, если это касается биткоина, то я считаю, что да. Но знаете, как это сделать правильно? Не покупать все в один день. Лучше разделите свой бюджет и небольшими партиями на протяжении недели, а лучше месяца, постепенно накапливайте. Тогда вы не купите на хаях и у вас будет более-менее средняя цена. А для альтов, поверьте, это очень важно. Но также не забывайте про соотношение вашего портфеля, ведь большую часть должен занимать именно биткоин, потому что когда он теряет 3%, альты падают в 2 раза больше. Правда, с ростом похожая ситуация. Тем не менее, новый месяц только начинается, и нам предстоит получить еще очень много новостей, а также важных экономических отчетов, одним из которых является ИПЦ 10 числа. И я вам напомню, что чем больше лайков будет под этим роликом, тем раньше мы опубликуем новое видео. А на сегодня это были все важные события, которые нам стоило обсудить. В комментариях оставляйте ваши прогнозы на биткоин и не только. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И увидимся с вами уже очень скоро. Желаю всем прибыльной следующей недели. До скорых встреч!